В маленьком городе, где жизнь текла размеренно и предсказуемо, каждый вечер был похож на предыдущий. Полумрак скрывал не только знакомые улочки, но и странные события, которые начинались с загадочной встречи на окраине. В тот вечер 16-летний Джейкоб, устав от повседневной рутины, решил прогуляться в одиночестве. Его путь лежал по старой тропе, ведущей к заброшенному полю, где среди зарослей скрывалось нечто невероятное. Как только солнце закатилось за горизонт, на небе появился яркий свет, что заставило Джейкоба остановиться. Он прищурился, пытаясь понять, что это. Его глаза не верили увиденному. Свет прыгал от одного конца поля к другому, будто танцуя в воздухе. Прежде чем Джейкоб успел подумать о том, чтобы развернуться и убежать, перед ним возникло нечто, напоминающее человека, но обладало чертами, которые невозможно было объяснить словами. Существо, казалось, не имело агрессивных намерений. Оно приблизилось к Джейкобу медленно, с какой-то неземной грацией. В его глазах было что-то успокаивающее, наполняющее душу Джейкоба странной уверенностью. В мгновение ока существо наклонилось к нему и без единого слова протянуло свою руку. Прикосновение было легким, но завораживающим. В голове Джейкоба словно вспыхнуло тысячи картинок и звуков, наполняя его разум неведомым знанием. Та встреча оборвалась так же внезапно, как и началась. Существо растворилось в ночи, оставив Джейкоба с чувством, что реальность изменилась навсегда. Несмотря на то, что он не мог понять, что произошло, интуиция подсказывала ему, что эта встреча не была случайной, и за ней кроется нечто большее, чем он мог предположить. Когда из глубины ночи донеслось едва уловимое эхо, Джейкоб осознал, что это только начало приключения, которое перевернет его представление о мире. Сразу после таинственной встречи Джейкоб почувствовал, что в его голове зашевелилось что-то странное. На следующее утро, проснувшись, он заметил, что видит и понимает то, что раньше было для него абсолютно непостижимым. Математические формулы, которые казались сложнейшей загадкой, теперь мелькали в его сознании как простые уравнения. Компьютерные коды, словно песни, звучали в его голове легко и непрерывно. Странная энергия, будто невидимая рука, мягко направляла его мысли, открывая новые горизонты. Джейкоб решил проверить свои способности, взявшись за компьютер. Его пальцы стремительно бегали по клавишам, создавая программы, которые даже опытные профессионалы не могли бы разработать. Он вскоре понял, что может проникать в защищенные системы, решать сложнейшие алгоритмы и придумывать технологии будущего. Однако вместе с этим даром пришли и другие, менее приятные изменения. Он стал слышать в голове тихий гул, который усиливался, когда он находился рядом с компьютерами или другими электронными устройствами. Эти перемены пугали Джейкоба. Он не знал, как ими управлять или где кончается предел его новых возможностей. Когда он начал рассказывать об этом друзьям, они только смеялись, думая, что Джейкоб просто шутит или читает слишком много фантастики. Но он понимал, что это не игра. Однажды он случайно вызвал сбой в школьной системе, и это событие заставило его задуматься о последствиях. Может ли его дар обернуться против него самого? Подросток начал осознавать, что вместе с потрясающим знанием пришла и неведомая ответственность. Из этих событий Джейкоб постепенно начал понимать, что его новые способности несут в себе как невероятную силу, так и угрозу. В каждой новой задаче, которую он решал, скрывалось что-то большее, чем просто код или алгоритм. Он чувствовал, что это только начало пути, который может привести его к открытиям, о которых он и не мечтал. Но каким будет этот путь и что ему предстоит узнать о самом себе, оставалось загадкой. Джейкоб вступил в виртуальный мир, словно рыба в воду. Его способности развивались стремительно, и вскоре он стал на шаг впереди всех остальных. В школе одноклассники поражались, когда он с легкостью решал задачи, которые ставили в тупик даже учителей информатики. Как будто его мозг работал на других частотах. Он видел логику и структуру программ, которые для других оставались тайной за 7 печатями. Но это было только началом. Его талант не остался незамеченным. Один из преподавателей, который также занимался разработкой программного обеспечения, предложил Джейкобу попробовать свои силы в местном стартапе. Джейкоб согласился и спустя несколько недель стал ключевым разработчиком в команде. Он создавал алгоритмы, которые значительно упрощали сложные процессы, и это вызывало настоящий фурор среди коллег. Иногда его решения казались настолько простыми и очевидными, что многие не могли поверить в гениальность юного программиста. Популярность Джейкоба росла не только в его городе. В интернет-сообществе его никнейм стал широко известным, а программисты со всего мира старались разгадать секрет его успеха. Но ни учебные курсы, ни книги не могли объяснить удивительных результатов его работы. Сам Джейкоб понимал, что все это следствие той странной встречи, о которой он предпочитал молчать.
С каждым новым проектом он ощущал, как его навыки становятся еще острее, но вместе с этим росло и чувство тревоги. Вскоре в Джейкобе начали видеть молодого гения, и его приглашали на конференции и семинары, чтобы он делился своим опытом. В мире программирования он стал настоящей сенсацией, но понимал, что с каждым новым шагом ему предстоит столкнуться с большими вызовами. В то время как его имя становилось известным, Джейкоб начал задумываться, что же на самом деле принесла ему та загадочная встреча и какую роль она сыграет в его дальнейшем пути. Новое положение Джейкоба в мире программирования принесло ему не только успех, но и неожиданные сложности. Его коллеги начали шептаться за его спиной, а некоторые даже откровенно завидовали его способности. Однажды во время демонстрации очередного проекта он заметил, что атмосфера в комнате стала натянутой, словно натянутая струна. Один из разработчиков, которого он когда-то считал своим другом, вдруг заявил, что Джейкоб использует нечестные методы. Это обвинение поразило его как гром среди ясного неба, заставив задуматься о том, что его гениальность могла превратиться в угрозу для окружающих. К тому моменту, когда Джейкобу удалось оправдаться, ему стало ясно, что его дар далеко не безобидный подарок. Люди начали относиться к нему с недоверием, и даже его успехи не могли компенсировать нарастающее отчуждение. Он стал задаваться вопросом, не окажется ли его знание слишком тяжелым бременем для обычной жизни. Некоторые из его бывших друзей начали избегать его, опасаясь за свою безопасность и даже карьеру, подозревая, что Джейкоб может использовать свои навыки против них. Тревога усиливалась, когда однажды вечером Джейкоб заметил, что его компьютер начал самопроизвольно изменять коды. Это было как будто его собственный разум начал играть против него. Он попытался исправить ситуацию, но чем больше он пытался, тем больше убеждался, что что-то пошло не так. Джейкоб начал сомневаться, что его способности находятся под его контролем. Теперь он понимал, что его дар был не только источником силы, но и причиной опасной нестабильности. Но хуже всего было то, что он не знал, как объяснить происходящее. Размышляя над этими изменениями, Джейкоб понял, что его жизнь никогда не будет прежней. Он начал задумываться о том, что кроется за явной гениальностью, и что за всем этим может стоять нечто большее, чем он способен представить. Теперь его будущее оказалось на перепутье, и он не был уверен, что сможет выдержать предстоящие испытания. Джейкоб всегда был скептиком, но после той встречи многие вещи перестали казаться ему невозможными. Его новые знания в области программирования были настолько продвинутыми, что казались вырванными из научной фантастики. Тем не менее, он осознавал, что они реальны и применимы здесь и сейчас. Его способность перемещаться по коду с невиданной скоростью и точностью потрясала даже его самого. Он мог видеть ошибки и возможности в системах, которые оставались скрытыми для других специалистов. Теории о том, что он получил доступ к чему-то вне земного понимания, начали казаться ему не такими уж невероятными. Джейкоб осознал, что его способность соединять информационные точки и решать проблемы, которые казались нерешаемыми, была не просто даром, это была новая реальность. Информация, которую он поглощал, оставалась с ним, словно становилась частью его ДНК. Еще более удивительным было то, что Джейкоб стал создавать технологии, которые превосходили все существующие разработки. Его программные решения позволяли улучшать производительность компьютеров, открывать доступ к новым уровням обработки данных и даже предугадывать будущее поведение программ. Это вызвало волну интереса со стороны технологических гигантов, но его реалистичные подходы и результаты не оставляли места для скептицизма. Мир программирования начал изменяться под его влиянием. Люди, ранее считавшие его идеи безумными, теперь стремились заполучить его знания и понять источник его вдохновения. Однако Джейкоб понимал, что эти способности могли быть и опасным оружием. Он осознавал, что новые знания требуют невероятной осторожности, чтобы не навредить себе и окружающим. В то время как некоторые видели в нем будущего лидера в мире технологий, Джейкоб знал, что должен быть осторожным, не забывая о неожиданном даре, который изменил его жизнь раз и навсегда. Но даже несмотря на все это, он не мог предугадать, какие еще сюрпризы принесет с собой та встреча на окраине города. Погружаясь в виртуальный мир, Джейкоб нашел нечто большее, чем просто возможность создать что-то новое. Это оказалось убежищем, где он мог экспериментировать и исследовать границы своих удивительных способностей, не беспокоясь о том, что их кто-то назовет странными или опасными. В режиме виртуальной реальности он создал целый мир, где его идеи могли оживать, а эксперименты воплощаться в жизнь без ограничений. Однако вскоре Джейкоб обнаружил, что его виртуальный мир таит в себе не только спасение, но и серьезные угрозы.
Однажды, запуская новый проект, он заметил, что некоторые фрагменты кода начали изменяться сами по себе. Эти изменения сначала казались случайными, но со временем начали складываться в нечто более сложное и даже пугающее. Казалось, его творение начало жить собственной жизнью, что вызывало у Джейкоба тревогу. Ситуация осложнилась, когда он попытался отключить сервер, чтобы разобраться в происходящем. Виртуальный мир начал сопротивляться, возвращая его попытки на исходную точку, словно защищая себя. Джейкоб понял, что его способности вышли из-под контроля. То, что начинало как безопасное место для экспериментов, теперь становилось потенциальной угрозой не только для него, но и для реального мира. Постепенно Джейкоб начал видеть в этом мире отражение своих собственных страхов и неопределенностей. Ему предстояло сделать выбор: либо научиться контролировать свои способности и противодействовать непредвиденным последствиям, либо столкнуться с разрушением, которое он сам вызвал. Этот момент стал для него поворотным, заставив понять, что каждая сила имеет свою цену и требует ответа. Но оставался вопрос: сможет ли он справиться с вызовами, которые сам для себя создал, или его дар обернется ловушкой, из которой не выбраться? Неожиданное развитие событий приобрело пугающий характер, когда Джейкоб почувствовал, что его способности начали выходить из-под контроля. Однажды, во время работы над сложной программой, он заметил, что его пальцы начинают двигаться по клавиатуре быстрее, чем он мог успевать осознавать. Код буквально лился из-под его рук, и хотя это могло бы показаться невероятным достижением, Джейкоб почувствовал странное беспокойство. Он осознал, что вместо него программа как будто пишет сама себя. Эти моменты самопроизвольного создания кода стали повторяться, и вскоре Джейкоб начал терять уверенность в своих способностях. Он пытался остановиться, но код продолжал формироваться без его участия, а в результате создавались программы, которые даже он не мог полностью понять. Это был не просто дар программирования, а нечто более странное и даже тревожное. Он начал бояться, что его способности могут выйти из-под контроля и создать угрозу для окружающих. Эта ситуация достигла критической точки, когда однажды его программы неожиданно вызвали сбой в системе города. На несколько часов исчезло электричество, и никто не мог понять причин произошедшего. Джейкоб осознал, что это его работа, и эта мысль его ужаснула. Если его способности могли вызвать такие серьезные проблемы, что же будет дальше? Он начал размышлять, как можно предотвратить дальнейшие инциденты, но понимание его даров было сложнее, чем когда-либо. В тот момент Джейкоб принял решение: он должен был научиться контролировать свои способности, иначе они могли уничтожить все, что он любил и ценил. Он осознал, что должен найти способ управлять этим даром, пока он не обернулся против него. Он знал, что впереди его ждет нелегкий путь, и был готов к любым испытаниям, чтобы вновь обрести контроль над своей жизнью. Будущее казалось неопределенным, но Джейкоб знал, что должен сделать все возможное, чтобы не дать своим способностям стать разрушительной силой. Хотя Джейкоб мало кому рассказывал о своей встрече с загадочным существом, вскоре стало ясно, что он совсем не одинок. Недолгое время спустя, после начала его стремительного восхождения в мир программирования, он начал замечать странные вещи. На улицах его города, среди знакомых лиц и привычных мест, иногда мелькали чужие. Люди, которых он не знал, часто оказывались рядом в самые неожиданные моменты. Они старались не привлекать к себе внимания, но Джейкоб чувствовал их пристальные взгляды. Эти незнакомцы казались ему излишне заинтересованными его деятельностью, и это не могло быть случайностью. Джейкоб начал замечать, что некоторые из его виртуальных проектов подвергались несанкционированному проникновению. Кто-то явно проявлял к ним интерес, пытаясь понять его работу. Он понял, что за ним следят. Но кто могли быть эти люди? Правительственные агенты, технологические компании, стремящиеся раскрыть секрет его успеха, или, возможно, сама инопланетная сила. Однажды вечером, когда он направлялся домой, ему показалось, что за ним следует машина. Хотя она не приближалась вплотную, Джейкоб чувствовал, что за рулем кто-то наблюдает за ним. На следующей неделе он вернулся домой и обнаружил, что кто-то побывал в его комнате. Ничего не было украдено, но некоторые вещи были не на своих местах. Эти события вселяли в него тревогу. Джейкоб начал принимать меры предосторожности, стараясь защитить себя и свои данные, но понимал, что противостоять невидимым наблюдателям будет нелегко. Каждый новый шаг вперед вызывал у него одновременно желание двигаться дальше и страх перед возможными последствиями. Он задавался вопросом, есть ли у него союзники в этой игре, или он совсем один. Джейкоб чувствовал, что за его невероятными способностями кто-то пристально наблюдает, но оставалось неясным, чем это может обернуться. Внутренний голос подсказывал ему, что настоящий вызов еще впереди, и как раз в этот момент судьба готовила ему новые испытания. С каждым днем Джейкоб осознавал, что его встреча с инопланетянином была не просто случайностью, а чем-то более значительным, что оставило неизгладимый след в его судьбе.
Он часто вспоминал яркий свет и странное существо, которое подарило ему способности, изменившие его жизнь навсегда. Толчок к его невероятным успехам в программировании явно не мог быть случайным. Это был дар, за которым стояла определенная цель. Он начал замечать, что в его жизни стали происходить события, которые как будто направляли его на определенный путь. Когда он принимался за новые проекты, ему казалось, что что-то или кто-то направлял его, словно подталкивая к определенным действиям. Эти моменты происходили, когда ему было необходимо принять важное решение или выбрать направление, в котором развивать свои умения. Возможно, это были последствия воздействия той загадочной встречи. Кроме того, Джейкоб начал находить в своей работе подсказки, которые, как он считал, были оставлены с определенной целью. В кодах и алгоритмах, которые он создавал, начали появляться неожиданные символы и фразы, которые только он мог расшифровать. Это было как некий тайный язык, который связывал его с инопланетным существом. Понимание того, что эти знаки могли иметь важное значение, вдохновляло его и пугало одновременно. Было очевидно, что инопланетянин оставил нечто большее, чем просто способности. Возможно, это было послание или руководство, но однозначно след присутствия, который направлял и оберегал его. С каждым новым шагом в карьере Джейкоб смотрел вперед, пытаясь понять, куда ведут его эти знаки и какую роль играет в этом всем он сам. Его будущее, полное неопределенности и возможностей, становилось тем самым испытанием, к которому он должен был быть готовым. Словно вихрь неожиданных событий, вскоре жизнь Джейкоба изменилась настолько, что он уже не мог предсказать, что ждет его дальше за следующим поворотом. Гены инопланетной технологии и космическое знание, словно переплетенные в его ДНК, теперь открывали перед ним двери, где раньше были только стены. Компании, о которых он не мог и мечтать, теперь соперничали за его внимание, предлагая сотрудничество и участие в передовых проектах. Он стал почти легендарной фигурой в мире программирования, и его имя стало самим символом инноваций и гениальности. Однако эта популярность принесла не только возможности, но и вызовы. Джейкоб осознал, что для дальнейшего роста ему необходимо было развивать не только свои навыки, но и умение адаптироваться к новому миру больших технологий. Он соглашался на интервью, создавал новые продукты, участвовал в секретных проектах, которые могли изменить технологии будущего. Все это требовало от него невероятной самоотдачи и концентрации, и он не знал, хватит ли у него сил удержаться на этом пути. В то время как его жизнь становилась все более насыщенной, Джейкоб получил неожиданный сигнал — пригласительное письмо на закрытую конференцию, где обсуждались вопросы, связанные с инопланетной жизнью и технологиями. Он почувствовал, что это — шанс понять, что же на самом деле произошло в ту ночь на краю города и как это связано с его нынешним положением. Он знал, что это может быть ключом к разгадке всех тайн, окружающих его способностей. На этой конференции, проходившей под грифом полной секретности, Джейкоб узнал, что он далеко не единственный, кто столкнулся с необъяснимыми событиями. Здесь были люди, которые пережили схожие встречи и получили дары, отличные от его. Они делились своими историями, и хотя каждый из них был уникален, их объединяло одно — стремление понять и использовать свои дары во благо. Джейкоб понял, что он оказался частью глобальной картины, и его путь только начинается. Несмотря на все испытания, он знал, что будущее, полное невероятных возможностей, уже ждет его за углом.